Очень рада всех видеть. И сегодня у нас начинается семинар, мастер-класс Public Art. И что это такое, расскажут наши гости. Это Анастасия Толстая, менеджер программы «Art.Links» из Санкт-Петербурга. И два гостя, которые приехали из Америки. Это Кендал Генри, специалист по Public Art. Художник, куратор проектов, также дизайнер городского ландшафта, и Чарли Тодд, рад представить, художник, работающий в жанре перформанс и паблик арт. Наши гости приехали из Нью-Йорка. Я думаю, что будет очень интересно. Так что милости просим. Анастасия, я думаю, расскажет подробнее, а потом уже слово. Добрый вечер, спасибо, что пришли. Меня зовут Настя Толстая, я менеджер программы Art.Links. Это международная организация, собственная в Нью-Йорке и в Санкт-Петербурге. Я из Санкт-Петербурга, не из Нью-Йорка. Мы работаем с художниками из России, Восточной Европы, Центральной Азии, Кавказа и США. Проводим такие культурные обмены, семинары, чтобы художники из России могли общаться, в принципе, с художниками из этих частей света. Здесь мы представляем программу Public Art. Это также будет семинар, который проведет Кендал Генри. Они же сказали, это куратор из Нью-Йорка, он очень много работал в нью-йоркском метро, возглавлял программу «Сентября», «Общественное искусство». То есть он в основном работал в Нью-Йорке. Также он путешествовал по всему миру, он расскажет вам о программах и проектах Public Art, которые были сделаны художниками по всему миру. Вы увидите, что это на самом деле недорого, и каждый может это сделать, совершенно не имея каких-то особенных денежных средств. И Чарли Тодд тоже художник, больше работающий в жанре перформанса, и перформанс Public Art, и он расскажет вам о своей работе в второй части нашей презентации сейчас. После презентации будет все, кто хотят участвовать в мастер-классе, который они будут проводить. Мастер-класс закончится на следующей неделе, в конце следующей недели. То есть мы здесь будем очень долго. Хотели бы встречаться с вами каждый день и в итоге действительно создать какой-то проект Public Art, который будет именно здесь для Петрозаводска, лично для вас. Поэтому всем, кому интересно, останьтесь, пожалуйста, после презентации. Мы обсудим план действий, когда будем встречаться. Это все. Вот, и еще там вам давали открытки о CEC Art.Links. Если вы зайдете на наш сайт, у нас есть очень много программ резиденций для художников в США. Программа Art.Links, если вы можете посмотреть, там есть заявки, узнать о правилах. Если у кого-то есть какие-то вопросы, обращайтесь ко мне, я здесь еще буду в следующей неделе. Спасибо. И сейчас Кендал Генри расскажет немножечко в общем о том, что такое Public Art, и покажет примеры. Take a picture of you first. Smile. Thank you. Like Nastya mentioned, I work in the field of public art, and what I'm going to do is explain to you a little bit about what that is. Ну, как уже Настя сказала, я работаю в сфере Public Art, и я кратенько попытаюсь обрисовать, что это вообще такое. How many of you are artists here? Сколько у нас художников? Поднимите ручки. Raise it high, I can't see it. Поближе. Не стесняйтесь. Okay, great. How many of you have heard of public art before? Кто из вас раньше слышал о том, что такое Public Art? Okay, good. So for those of you who have heard of it before, this is more like an introduction or a sort of a reintroduction of it. And for those of you who haven't, this is sort of like, you know, hello, this is public art. Ну, в общем, для тех, кто что-то знает об этом, это как бы вот новая встреча с этим видом искусства, а для тех, кто ничего об этом не знает, это будет как бы первая встреча. Now, I was told some of you are shy, but I don't like to lecture to people. I like to sort of have a dialogue. So if you see something you want to ask a question about, just raise your hand and ask it. You know, I'm not going to bite. Мне говорили, что вы тут стеснительные все, но вот если я буду показывать картинки и у вас возникнут вопросы, пожалуйста, сразу их задавайте, не бойтесь прервать, и я никому не укушу. Okay?
questions? Yeah. Есть вопросы на этой стадии? Нет. You look like that. So, in explaining what public art is, I will start to talk about what it is not. Для того, чтобы объяснить, чем является public art, я начну с того, что скажу, чем он не является. Now, throughout our cities here, cities in other parts of Russia, cities in New York, cities in the US, we have a lot of sort of sculpture that's usually bronze, usually somebody on a horse. И во всяких разных точках мира, в разных городах, в Нью-Йорке, здесь имеется большое количество памятников, которые обычно делаются из бронзы, обычно это кто-нибудь на лошади. And they're all over. And these are art forms in the public, but they're not public art. И это, в общем, формы искусства, которые на публике выставлены, но они не являются public art. And this is a good example of that. It's a statue of a general, a U.S. general in New York, General Sherman. Ну и вот таким примером может служить вот этот пример. Это статуя генералу Шерману, стоит в городе Нью-Йорке. And usually you see men on horses. You never see a woman on a horse. You already see women's sculptures anyway. But anyway. Обычно это всегда мужчины на лошадях. Я вот никогда не видел скульптур женщин на лошадях. Обычно всегда мужики. So what people do now is they get a lot of people with money, corporations. They get artwork by well-known artists and put it in front of their buildings. Обычно что происходит? Люди, у которых есть деньги, какие-то крупные корпорации, нанимают какого-то художника, который что-то им свояет, и они выставляют это перед своим зданием. That's not public art. That's art in public places. Это тоже не public art. Это искусство в общественных местах. And this is another example of that. И вот еще один пример. Now, I think it's a good idea to put art in public places because this exposes people who don't go to museums to well-known artworks. Мне кажется, что это очень неплохая идея, вот такой вид искусства, потому что дает возможность людям, которые не имеют времени или желания ходить по музеям, дает им возможность соприкоснуться с искусством, с современным искусством и понять, что это такое. So this is an example of that. This is a Damien Hirst sculpture called the Virgin Mother in front of a corporation, in the courtyard of a corporation. Ну вот это вот один из примеров. Damien Hirst. Damien Hirst, который это называется, ну это как Богородица, да, то есть мать-девственница. Now it's an interesting piece, somewhat controversial, but again it is not what we call public art. И это, в общем, довольно интересная скульптура, может быть, немножко такая противоречивая, но опять же мы ее бы не назвали public art. Okay. Now, to tell you what public art is doing artwork that responds or speaks to or relates to the place where it's in. Теперь стоит объяснить, что такое public art. Public art это такая форма искусства, которая как бы с вами разговаривает или каким-то образом связана с тем местом, где она находится. The best public art will only work in one place. Самые лучшие примеры public art будут работать только в одном месте. So, for example, this piece. Вот этот, например. This is a. Is it ways to dim the lights on this side so you can see the? No. А тут свет можно нам убавить вот перед экраном как-нибудь? This is actually a giant bear in a convention center in Denver. Это вот огромный медведь перед таким общественным центром в городе Денвер. And Denver is a place where these animals, these big bears, live. И в общем Денвер это то место, где водятся вот такие большие медведи. So when the artist wanted to create a sculpture that relates to the place, he used the typical animal that you would see in the mountains. То есть художник, создавая вот эту скульптуру, ему хотелось создать что-то, что как бы говорит о том, какие звери водятся в данное место. Now, a lot of corporations, a lot of big companies, a lot of governments in the United States use public art as a tourist attraction to bring money into a place.
and to have something that identifies the place. Большое количество различных компаний, корпораций в Соединенных Штатах занимаются вот таким видом искусства для того, чтобы привлечь туристов, для того, чтобы привлечь деньги в какую-то местность, то есть чтобы сделать интересно. And I'm going to, this is one example, I'm going to quickly show you some other examples of that. Я вот покажу вам еще несколько примеров. In Portugal, they wanted a large sculpture to show that they're a fishing village, and they wanted it to be very large that everybody could identify from far away. Ну вот в Португалии небольшая деревушка рыбацкая. Они хотели вот такой проект, который бы вот показывал о том, кто они есть такие на самом деле, и чтобы вот это было видно издалека. So this looks like a net, it looks like a jellyfish, it actually moves in the wind. Вот эта штука, она с одной стороны похожа на рыбацкую сеть, с другой стороны напоминает медузу, и она движется от ветра. And it looks different depending on the day or night. И по-разному выглядит днем или вечером. This piece is a giant school chair with a horse in front of an elementary school. Ну вот это такой школьный стульчик, и на нем лошадь перед начальной школой, перед зданием начальной школы. And using the same idea, this is in a place where people eat. So the artist created a giant table and chair. Вот другой пример перед заведением общественного питания, огромный стол с огромными стульями. This is in a food market, and it's an upside-down olive tree. Вот это в продуктовом большом маркете, и это оливковое дерево вверх ногами. And it has 10,000 crystals on it. That's what you see. И на нем подвешено 10 тысяч кристаллов. And this is when you look up at it. И вот вид, когда на него смотришь снизу. Sometimes, you know, artists want to enhance an existing building, and this artist built his bird nest outside of this building. Иногда художники используют уже существующие здания. Вот здесь птичье гнездо построено. It's a working bird nest. You actually could sit in it. Это, в общем, такое рабочее птичье гнездо, в нем можно посидеть. Now, some people use public art to really change a space, and that's what I'm going to show you a little bit up here. Некоторые используют public art для того, чтобы внести какие-то изменения в пространство. Now, this is a New York City subway station. I know it doesn't look anything like the subway stations in Moscow. Это нью-йоркская станция метро. Я понимаю, что она не выглядит и похожа ни на одну станцию московского метро. But the next image I'm going to show you is this station, but with public art in it. Но я вам покажу следующий слайд. Та же самая станция метро с присутствием public art. So this is before. Это до. This is after. Это после. Same station. Та же самая станция. This is another one before. Еще один кусок до. And the artwork makes it look a little better after. И после, вот уже с применением искусства. Again, before, it's a nice looking wall. Еще одна такая интересная стена. But it's still boring. Но тем не менее скучная. And after. И вот после. And this goes for not just subway stations, but just buildings in general. И это касается не только станции метро, но и вообще зданий. This is the building of a theater company in New York that wanted to make it look like it's an artistic building. Это вот здание небольшого театра в Нью-Йорке. Они хотели, чтобы их здание было как-то похоже на то, что там люди искусства. So we just paint, transform this building from this. То есть можно ли при помощи красок превратить его во что-то такое? To this. Вот во что-то такое. А можно назад сделать картинку? Can you go back and show the building before? Before. Вот до того. With all the windows and everything. After. И вот после. Same building. Это то же самое здание. This is another building, as you can see, it's an apartment building. Еще одно здание, это обычный многоквартирный дом. And this is before. Это до. And after. А вот это после. Now this is just paint.
Nothing else was added, but this is just a painting on the building. Это просто краска, это нарисовано на стене, ничего не было добавлено. Okay. Now, sometimes you can't touch the building with paint or anything else, so there's a use of light. Иногда нельзя ничего поделать с созданием, нельзя его перекрашивать или как-то по-другому модифицировать, но можно использовать свет. So the next 4 images are of the same building, but at different nights. Но и вот следующие 4 слайда будут показывать это же самое здание, но с различным световым окружением. So one day it looked like this. В один день оно выглядит вот так. Then it looked like this. Потом вот так. Same building looked like this the next day. Вот следующий день вот так. And then this. А потом вот так. And this is all done with projection. Это все делается проекторами. And the same idea, this is a historic building in Japan. Вот та же самая идея была использована в это историческое здание в Японии. And they wanted to sort of bring attention to it. As you can see, it's a nice building, but it's pretty monochromatic, one color. Это очень красивое здание, но оно такое несколько однотонное, и они хотели немножко его оживить. So with light, it went from this И при помощи света оно превратилось to this. Now, I showed you a whole bunch of pictures of projects that you need a lot of money to do. Я показал вам большое количество картинок различных проектов, для которых требуется большое количество денег. But everywhere in the world, we have artists who want to have this interaction with the public. Но во всем мире существуют художники, которым хочется какого-то взаимодействия с народом. And that sort of goes back to why are you making art? What do you want from the art that you're making? И здесь можно задаться вопросом, зачем они занимаются искусством, для чего им это нужно, что они от этого хотят получить. So the next sets of images I'm going to show you are projects done by artists on their own who just want to have that dialogue with the public. Следующие несколько слайдов, которые я покажу, это как раз примеры того диалога, который художники хотели установить с публикой. And just as a side note, I think artists are some of the smartest people that exist, and just the way they see things is just incredible. And these are some images I'm going to show you of that. Ну и в качестве примечания хотелось бы сказать, что вот с моей точки зрения художники это одни из наиболее самых умных людей в мире, и просто удивительно, как они вообще все видят, и вот хотел бы как раз примерами подкрепить свои мысли. So this is a house in Brooklyn, and everybody sees a house. Это дом в Бруклине, все видят дом, здание. But the artist never saw a house; he saw instead of a sculpture, it's a face. Но художник увидел там лицо, никогда не видел, что это просто здание. Just by adding a simple red ball changes the whole thing. You never see a house anymore; you always see a face. И он добавил всего лишь красный мяч, но уже никто не видит просто дом, все видят лицо. And he sort of did this throughout the neighborhood. Another example of that. И он не в одном только месте, еще в нескольких местах то же самое повторил. And you add a couple of bigger balloons and black dots on it, and you make sculpture out of a tree. Вот добавил еще пару шариков с черными точками, и получилась скульптура, сделана из дерева. And a red balloon to an existing sculpture changes the feel of it. Или добавить шарик к существующей скульптуре, и отношение к ней совершенно меняется. This is another piece which has 2 parts. This is the first part. Вот это следующий пример. У него как бы 2 части. Это часть первая. And the second part is right here. И вот это вторая. Artists see the world a little different. This is a sculpture in Australia. Художники видят мир несколько иначе. Вот это пример скульптуры в Австралии. And the same thing I talked about, the bronze figures, the horses. Nobody sees that anymore. The artist decided to take one and put it on its head. Я вот говорил вначале о различных памятниках, о всадниках на лошадях и так далее.
Художники вот видят это все несколько по-иному, и вот он решил поставить дело с ног на голову. So you'll never really ignore this sculpture if it's on its head anymore. И невозможно проигнорировать такой памятник, потому что он на голове стоит. Very simple materials. This is actually made out of chalk. Вот простые можно использовать материалы. Вот это сделано мелом. And the artist created these rugs throughout the city streets. И вот художник нарисовал вот эти коврики на различных улицах города. And this is another one going up concrete stairs. Вот это на лестнице постелено. Якобы коврик. The use of tape is another material that artists use to make art. Или вот используют клейкую ленту для того, чтобы делать вот такие произведения искусства. And this is in an alleyway in Chinatown in Melbourne. And this is one part of the drawing. И это вот пешеходная дорожка в Чайнатауне в Мельбурне. И это часть, первая часть рисунка. And down the alley you see what he caught. А в конце улицы видно, что там он поймал. And these are sort of other drawings from tape. И вот еще другие примеры, то, что делается при помощи клейкой ленты. This is another type of sculpture made out of tape, but this time it's a clear tape. Еще можно использовать прозрачную ленту и делать из нее вот такие скульптуры. These are parking meters. Это как для парковки вот эти, которые куда деньги бросают. У нас таких нет. We don't have them. And this is a fire hydrant. А это пожарный гидрант. You have those? No, we don't. At least they don't look like it. Oh, okay. And using old parts to make a new sculpture. This is again using tape to change a broken up phone booth into a sculpture. Или вот можно использовать, так сказать, идею и вот прозрачную ленту для того, чтобы вот, ну, оживить, что ли, сломанную телефонную будку. And this artist used a phone booth, but in a little different way. А вот этот художник использовал вот эти кабинки телефонные, но немножко по-другому. So what she did was she took the phone booths and made them into prayer booths. И вместо телефонных кабинок получились кабинки для молитв, как в церкви. And then, in case you don't know how to pray, you know, she has some instructions in there to kneel and, you know, pray and hopefully make a call to God. И если вы не знаете, как молиться, там помещены инструкции внутри, поэтому можете встать на коленки, помолиться, вот туда поговорить, и возможно, будут услышаны ваши мольбы. Some people say it worked, some people say it didn't work. Одни говорят, что это работает, другие говорят, не работает. Signs, street signs is another way that artists have influenced to make art. Ну также дорожные знаки используются художниками, как бы вдохновляют их на различные произведения. And this is an example of that along with this Вот one. пример хороший. This is parking. I see here is a problem too. But parking in New York is a huge deal. So an artist who created this parking sign to sort of echo that and says, don't even think about parking here. Я подозреваю, что здесь парковка может быть проблемой, но вы даже себе не представляете, какая это проблема в Нью-Йорке, и поэтому вот художник решил, так сказать, обыграть вот этот знак, который запрещает парковку, где написано «даже не думай о том, чтобы подумать о том, чтобы здесь припарковаться». This is a very simple one. It says rich. Простое, говорит, богатый человек тут живет. In case you didn't know and they didn't know that they were rich, this sign should help you. То есть, если они не знают о том, что они богатые, и вы не знаете, проходя мимо, то вам поможет вот этот знак. This artist actually paints on signs to make them look like they are transparent. А вот этот художник рисует на знаках, чтобы создать видимость того, что они прозрачны. So you have to stand in just the right spot to get the effect of it being transparent. И нужно встать под правильным углом, и тогда вы получите такой вот эффект, как будто это прозрачный знак. This is a good example of that. Вот хороший пример. This is speaking of signs. This is a project we did in Nizhny Novgorod.
with the young people there. Вот если говорить о знаках, вот это мы сделали такой проект в Нижнем Новгороде с молодежью. And it was very cold that day, let me tell you, it was so cold. И там было жутко холодно, поэтому мы все тут замотанные. But what the people there wanted to tell the government that they use the ravine for many things. It's not just an open piece of land. И молодые люди хотели показать, что они могут использовать, так сказать, ландшафты для своего искусства, им не обязательно, так сказать, свободное большое пространство. Because the local government wanted to make the ravine into streets, into a highway. Вот эти овраги там хотели там сделать автостраду. So what we did was we created, using the language of the street signs, we created images that portray what the ravine meant to people. А мы хотели, используя язык дорожных знаков, показать, что вот эта местность значит для людей. So this one is an image of a water carrier, and there was a myth about a water carrier. И это вот знак показывает женщину, несущую воду. This spot was just filled with mosquitoes. So this is a warning sign. Полно комаров. This was just showing how, you know, there's all these pathways. А это показывает какие-то тут разные всякие тропинки натоптанные. People walk their pets there, so we tell people to be aware of strange pets being walked around. Ну, здесь люди выгуливают своих кошек, мы просто хотели им, так сказать, дать понять, что некоторые домашние животные могут быть опасны. Again, this is a rock representing the crossroads, again another myth. Это вот камень, который показывает, что здесь место перехода. They had sex in the bush there, so they wanted to have an image to portray that where they have sex. Здесь люди любовью занимались в этих кустах, поэтому здесь показано, так сказать, что аккуратнее здесь все может произойти с вами. And some parts they use it as bathroom, so we have another section just for that too. И некоторые кусты использовались в качестве туалетов. Мы также установили знаки вот так вот. But the whole idea was to show people that this is not just a piece of land, but this is a place that we play, we eat, we have fun, we do our little business. So it was an important part of the community. И мы хотели этим показать, что это вот не просто какое-то место неухоженное, где там ничего нет, что в этом месте очень много происходит, жизнь кипит, там люди отдыхают, там любовью занимаются, чем угодно, что это очень важное место для людей. Это запрещающий знак, да? Красный даем. Да. По идее, да. Yeah, exactly. Paper is another use that people use to create artwork, just wheat paste or sticking paper on walls. Вот бумага также широко используется, ее просто приклеивают на стены или куда еще. And this is a project done by an artist, to give you some background. И вот это был проект сделан одним художником, сейчас я расскажу. In Toronto, these buildings, these projects where people live, were going to be destroyed for new buildings. В Торонто собирались снести эти здания, чтобы построить на их месте новые. So the artist created these large images of people who lived in the buildings and stuck them on the buildings, so when people came to destroy them, they would feel that they are destroying people and not just buildings. И вот художник использовал фотографии людей, живущих в этих домах, для того, чтобы и спроецировать на стены, для того, чтобы показать, что когда придете сносить здание, вы будете разрушать людские жизни, а не просто сносить здание. So the artist sort of felt that he needed to make that political statement about gentrification, when, you know, throwing, you know, displacing people for redevelopment. Okay. Ну и в общем художник хотел такое политическое заявление, как бы в знак протеста против насильственного выселения людей из зданий. Even though those faces were on there, the buildings still got destroyed, and the people who were destroying the buildings, I hope, felt a little bad when they were doing that. Невзирая на все это, здания были снесены, и я думаю, что
строители или разрушители, которые все это ломали, наверное, им было немножко не по себе вот, из-за того, что там на этих стенах было нарисовано. Sometimes just changing the way architecture looks. This is just a big poster of the building distorted. Или иногда можно поменять вид архитектуры. Вот это огромный такой плакат, который показывает искаженную архитектуру здания. This image is actually an abandoned building that is made into a sculpture, and it looks like octopus tentacles are coming out of it. Это вот заброшенное здание, и сделали так, чтобы как будто это щупальцы осьминога торчат из окна. And this building is called the Vortex Building. Это здание Like a hole. Это как черная дыра. And it was an abandoned building that was going to be destroyed, and the artist took parts of the building and created this hole. Это было здание, тоже заброшенное, которое должны были снести, а художник вот взял там доски всякие от него же и создал вот такой образ черной дыры, которая засасывает. As you can see, the hole was big enough to walk into. А как вы видите, что там отверстие было довольно большое, туда можно было зайти. But then you have to crawl out the back. А потом оттуда нужно было выползать. A lot of you may know Banksy. He's another sort of well-known street artist. Banksy. The artist. Еще вот одно имя художника Банкси. Возможно, вы его слышали раньше. And I just want to show some of his work. Это вот его произведения некоторые. And I like this one. Fat lane это как бы полоса для толстых, полоса движения толстых людей. And some artwork is about discovery, you know, just these little things that happen that you just come across and discover it. Некоторые его произведения как бы подразумевают открытие, маленькие открытия. Вот проходишь мимо и делаешь небольшое открытие. This is in a New York City subway car, and the sign says, what usually says, "Do not lean on the door." It says, "Do not fall in love." Это вот еще в нью-йоркском метро, опять же, прямо в вагоне. Обычно там то, что вот вы видите слева, таблички «Не облокачивайтесь» или «Не прислоняйтесь к двери», а тут, значит, повесили справа «Не влюбляйтесь». And sometimes it's not about discovering, but it's just something that's out of in your way. These are large dolls that artists just placed in the streets of Hong Kong. Иногда это что-то такое, что просто там у всех на виду, посреди дороги, что называется, вот это такие огромные куклы в Гонконге. And they're actually making, you know, subtle, not so subtle statements about the industry in the area. И, в общем, они пытаются сделать заявления, касающиеся промышленности в этом регионе. And then artists use simple things like cardboard to make artwork. Также используют художники обычный картон для того, чтобы создавать какие-то произведения искусства. So these gates are actually just cardboard gates that sort of spans the alleyway. Вот эти ворота сделаны из картона. Another example of that. Еще один. Now this piece is called the St. Michael's Chapel. Вот это называется часовня Святого Майкла. And it's made for homeless people. И это для бездомных людей. And because St. Michael is the patron saint of the homeless. Потому что Святой Майкл это святой покровитель бездомных. So these little chapels are placed where homeless people usually hang out. Вот такие часовенки устанавливают там, где в основном обитают бездомные. And you lay on your back and stick your head in. Вы ложитесь на спину, туда запихаете голову. And what you see is this. И то, что вы там увидите вот это. So, you know, although it's just your head in the chapel, you get the experience of being in this very different kind of space. И хотя это всего лишь вы запихали голову в такую часовню, у вас совершенно другое здесь ощущение и восприятие.
These are some other homeless shelter things that artists have created for the homeless. Это еще тоже для бездомных людей такие ночлежки, как бы, сделанные художниками. Using simple cardboard. Все из картона делается. And this is more homeless shelters created by an artist out of old garbage bags. Это еще одна ночлежка, сделана из пакетов, ненужных выброшенных пакетов. The artist is using air from buildings to blow up and at the same time warm up the shelters. И он использует воздух, который выходит из зданий, из кондиционеров, для того, чтобы, во-первых, надуть эти вещи, а во-вторых, чтобы согреть вот эти ночлежки. Another example of artists using air to sort of make sculpture, these pieces, and again, it's much better in video than in still images. И вот еще так же, как воздух используется для того, чтобы создавать скульптуры. Они надувают, и они лучше гораздо смотрятся на видео, чем просто на фотографии. So these artists attach these plastic bags to the exhaust from the subway, the air that comes up from the subway, and it blows it up into sculpture. Вот художники прикрепляют вот эти использованные пакеты для мусора к решеткам вентиляции, которая идет из метро, и вот получаются такие скульптуры. When they're not blown up, they look like trash. Когда они надуваются, они уже не выглядят как мусор. And this is some guy picking it up thinking it is trash. Вот мусорщик пытается убрать, и он думает, что это кто-то набросал пакетов на царе. And then again, more about discovering. This is an artist who created these small pieces on buildings throughout New York City. Вот еще немножко в открытиях. Это вот один художник сделал такие маленькие штучки по всему Нью-Йорку. At first, you don't recognize there's anything there, but the artwork is actually right here. Тут как бы ничего особенного не видно, но искусство на самом деле вот там. And that's what it is. And again, there's some more kinds of discoveries that you see throughout. И вот здесь тоже маленькие открытия вы можете сделать. This piece is by this artist who does public art that you may just never see. Вот этот художник, он создает такое искусство, которое вы можете даже никогда не увидеть. And you may not see it because of its scale. И вы можете этого не заметить, потому что они все очень маленькие. So this is a piece close up. Это вот с близкого расстояния снято. And let me try to show you what this piece actually is. It's right here. А вот на самом деле вон он там внизу, подножие этой тумбы огромной. And this is another example. Еще один пример. And it's right here. Вот там сидит. Public art could be very large and last for a few minutes, like these clouds. Он также public art может быть очень большим и длится всего несколько минут. Вот как эти, например, облака. Or these eggs in this Swiss city. И вот эти яичницы в одном городе в Швейцарии. Or this rice field in Japan. Или вот это рисовое поле в Японии. And a lot of artists go to advertising to have this public art conversation. Многие художники также заняты в рекламе, чтобы вот этот, так сказать, диалог продолжать. So this ad was changed to read, "This year's anniversary is covered in African blood, Diamond Seller." И вот они здесь изменили рекламный плакат, и написано, что юбилей этого года покрыт африканской кровью. И это, значит, алмазный подвальчик. This one is an ad of one of the most expensive stores in London, placed in one of the poorest parts of London. Это реклама одного из наиболее дорогих магазинов Лондона, которая была установлена в одном из самых бедных районов Лондона. And the ad originally read, "If you could have one thing from Harrods," which is the name of the store, what would that one thing be? И, значит, здесь написано, если вам можно было взять одну вещь из магазина Harrods, что бы вы взяли? And somebody put the cash register. И здесь внизу написали кассовый аппарат. Имеется в виду со всех содержимых.
This is a McDonald's ad that has been changed to read my favorite heart attack is less than $3. Это вот измененная реклама Макдональдса, где написано «Мой любимый инфаркт меньше, чем за $3». And this is another McDonald's ad with a little added stuff in here. Ну и вот тоже еще одна реклама Макдональдса с добавками. And this is what that was added. And this is another ad from another fast food place. Еще одна реклама еще одного заведения быстрого питания. And it says, you know, this grilled E. coli, try the delicious combo of free-range rodent, painted tomato, etc. И там, в общем, текст тоже написан. Попробуйте вот этот, значит, вот этот бутерброд, и там со свободно бегающим грызуном и сгнившим помидором, и, значит, соус с салмонеллой и салатиком. So if you don't read the signs, it looks like exactly the sign that should be there, but you know. То есть, если не читать текст и пройти мимо, он кажется как обычная реклама, нормальная реклама какого-то заведения общественного питания. Но если вчитаться, то... And the added piece is right here. It says big bowl value. It's a toilet. Здесь big bowl value, как бы игра слов. То bowl это как бы унитаз имеется в виду, то есть это большую ценность представляет для унитаза. Такая пища. The next few images is a project by a friend of ours called the Bubble Project. А вот следующий проект, который делает один наш друг, он называется проект пузырьков. Но вот имеется в виду, вот, когда картинкам подрисуют то, что они будут там говорить. So you just explained what you put bubbles and answer. Yeah. So and these are some of the results that people wrote in. I'm hideously deformed. This is a shoe store ad. Вот, и вот то, что люди пишут в этих пузырьках, вот слева написано «Я ужасно деформирована». Это реклама магазина обуви. And what country would Jesus bomb is the other one. А следующая картинка задает вопрос, какую страну разбомбил бы Иисус. And a lot of these, the things that were written in the bubbles reflected what was happening in the world at the time. И то, что написано в этих пузырьках, отражает события, которые происходили в мире вот в то время. And then you had some that were funny, like this guy's breath is killing me. Иногда это вот делают смешным, что дыхание этого парня меня сейчас убьет. And some of them are true. This is a computer ad. I use it to download porn. Это вот реклама компьютера. Я использую его для того, чтобы скачивать порнушку. And this is just sort of like when the movie people were advertising for Die Hard, the movie, they used the idea of the bubbles as to promote the movie. Вот когда рекламировался фильм, как он назывался, «Крепкий орешек», вот они использовали вот эти пузырьки как раз. So it's a copy. А вот это скопировалось. And technology is another way of doing public art. Технология также может помочь в создании public art. The piece you're going to see is just a simple off-the-shelf fluorescent tube used to create this project. И вот то, что вы увидите, вот, там были использованы обычные флуоресцентные лампы, которые можно купить в любом магазине. During the day, it didn't look like much. Вот во время, в дневное время это выглядело так. But at night, it sort of, each bulb was like a pixel that created faces and moving images. А вот вечером использовались эти лампочки уже как пикселы, которые создавали различные образы, лица и прочее. Another form is sort of using cell phones to text a message into the bubbles that were projected onto a wall. Также можно использовать мобильные телефоны и отправлять послания вот в эти пузырьки, чтобы они проецировались на стену здания. Another example of that is just using one image and having people just send whatever as it goes into the bubble. И тоже вот люди используют различные образы и пишут там всякие гадости.
Anal leakage, это течь из задницы. It's like diarrhea. Ну да, как понос, в общем. И скоро у меня, значит, взорвется мой унитаз. В вольном переводе, я не знаю. And this piece is a larger technological piece where people were invited to paint a bank building. Вот это более такой крупный технологический проект, когда людям предлагалось расписать здание банка. So you would put your designs and it would be reflected onto the building. То есть вы можете создать какой-то дизайн, и это все будет отражаться на стенах. And this is another use of technology, which is LED screens. Это также вот использование технологии, вот эти экраны, лампочки, как типа диодные лампочки. Сейчас увидите. And these images are just showing how the screen comes alive with digital images. И вот там можно использовать цифровые образы, и как вот вся стена оживает. And this is a sort of interactive piece where the artist created a product for people to use. Вот еще как художник создал какой-то продукт для того, чтобы люди могли им пользоваться. In the United States, we have this issue of illegal immigrants coming into the United States from Mexico. У нас в Соединенных Штатах есть проблема, что нелегально иммигранты приезжают из Мексики в Соединенные Штаты искать работу. So this artist created these sneakers to help the immigrants come from Mexico into the United States. Вот этот художник создал такие ботинки, которые помогут нелегалам из Мексики проникнуть в Соединенные Штаты. So she created the sneakers with a map, a compass, a light. То есть она создала ботинки, куда входит карта, компас, фонарик. So they could use it to help them come into the United States. И, то есть вот в этих ботинках можно легче попасть в Штаты. She also created an ad to show them how to use the sneakers. Также она создала рекламные плакаты, показывающие, как пользоваться ботинками. То есть они, видите, лезут через стену, и на ногах у них именно вот эти ботинки. So if you were a Mexican and you wanted to come into the United States, she would give you the sneakers for free. Если вы мексиканец и вы хотите попасть в Штаты, вам должны эти ботинки выдать бесплатно. If it was just regular people wanted to buy them, they'd cost about $200. А если вы хотите их купить, то они стоят около $200. And the last piece I'm going to show is public art as public performance. И вот последнее, то, что я хотел вам показать, это public art в виде public performance. And this piece was done in 2005 in France to celebrate the 100th anniversary of the death of Jules Verne. И вот этот проект делался во Франции в 2005 году, как бы память о 200-летней или столетию со дня смерти Жюля Верна. So this part of town, this is a city center where it's a historic city center, and in the morning this big thing just appeared. Это вот исторический центр города, и вот утром, откуда ни возьмись, появилась вот эта штуковина. Naturally, it attracted attention, and people came to see what it was. Естественно, это вызвало ажиотаж, люди пришли посмотреть, что случилось. Later that day, it actually opened up, and this girl came out of it. Чуть попозже она открылась, эта штука, и оттуда вылезла вот эта девочка. And she was walking throughout the city. И вот она прогулялась по всему городу. And on the other end of town, something else was happening. А на другом конце города происходило кое-что еще. And you saw what happened when she met this elephant, which was very large. И потом вы могли увидеть, что произошло, когда девочка встретилась с этим слоном. So for 3 days, this girl interacted with the elephant, unfolding a story, one of Jules Verne's stories. И 3 дня вот эта девочка и слон появлялись на улицах города, создавая некоторую историю, которая была иллюстрацией одной из историй Жюля Верна. So it washed her feet when they met for the first time. Вот слон помыл ей ножки. It took a nap every night, slept every night. Слон каждую ночь ложился спать. She also slept every night. И она спала каждую ночь.
In the morning, she took a shower. Утром мылась в душе. So, you know, she sort of, they relived, they sort of did things that everyday people did, but they were giants. И, в общем, они делали то же, что делают нормальные люди, но они были великаны. So at the end of the 3 days, we now know that this was a spaceship that crashed in the middle of town. Теперь мы знаем, что вот это был космический корабль, который упал в центре города, и в конце третьего дня So she went back into it. она снова в него забралась, and it took off. И он взлетел. So these images, these projects were just an example of what public art is. And, вот это пример того, чем может быть public art. And I hope you sort of now have a better idea, even if you did know what it was, just more examples of that. And if you didn't, then now you know. И я надеюсь, что те из вас, кто знали, что это такое, вот эти новые примеры вам тоже были интересны, а если вы не знали, что это такое, то теперь вы знаете. So now Charlie is going to talk about his special brand of public art, and he's going to go into that with you some more. А теперь Чарли расскажет о своей сфере public art, чем он занимается. All right, hey everybody, I'm Charlie. Здравствуйте всем, меня зовут Чарли. And I run a group called Improv Everywhere that's based in New York City. И я руковожу группой, которая называется Improv, и она базируется в Нью-Йорке. And what I do is large-scale pranks that take place in public places. И то, что я делаю такие большого масштаба такие фильмы, которые показываются в общественных местах. Now, when most people hear the word prank in America, they think of something that's mean-spirited and that is about making fun of someone else. Вообще само слово prank, когда люди произносят его в Америке, многие считают, что это что-то такое со злым умыслом, что-то такое нехорошее. But I like to do pranks that instead of embarrassing somebody, make people laugh and smile and give people a great story to tell. Но те вещи, которые я делаю, я их делаю веселыми, смешными и даю людям, так сказать, почву для разговоров, для того, чтобы они могли другим рассказать какую-то интересную историю. My background is in comedy, and I'm mostly focused on just doing things that I find funny in public places. Я вообще по образованию изучал комедию, и поэтому мне нравится смешить людей, мне нравится, когда люди улыбаются. But my work can be viewed as public art, using people as performers rather than the other artistic mediums that Kendall showed you. Но мою работу можно рассматривать как public art, когда люди рассматриваются как актеры, которые что-то делают, в отличие от того, что показывал нам Кендал. So I'm going to show you one of my more well-known videos. Я хотел показать вам одно из своих наиболее известных видео. This took place in Grand Central train station in New York City. Действие происходит на вокзале Grand Central, который находится в Нью-Йорке. Which is an enormous train station, one of the largest in the world, and there are thousands of commuters which hurry through it every day. Это огромное здание вокзала, одно из самых больших в мире, и там неимоверное количество пассажиров, людей, которые приезжают и уезжают каждый день. So I got 200 people together with the plan of freezing in place for 5 minutes together. Я собрал 500 людей и уговорил их замереть на месте на 5 минут. So the idea was we would synchronize our watches and all show up in this location independently, and then at the exact same moment we would all freeze. Мы, в общем, договорились, что мы синхронизируем свои часы и потом в одном месте появимся в одно и то же время и неожиданно для всех замрем. Okay, so let's watch. Посмотрим. All right, thanks for coming out, everybody. We're really excited that all you guys are here. It's going to be a really exciting mission that we're going to be doing today. We're going to be freezing in place on cue at the exact second. We're going to hold that for 5 minutes. And then we're going to unfreeze and then we're out.
So we filmed that with hidden cameras and hidden wireless microphones. Мы снимали это скрытыми камерами и скрытыми беспроводными микрофонами. And you can see me in the video. I was walking around pretending like I didn't know what was going on. Вы видели меня там в этом фильме. Я притворялся, что я ничего не знаю, ходил, спрашивал у людей, что происходит. Which enabled me to have conversations with people and record their audio reactions. Что мне позволило разговаривать с людьми и записывать то, что они мне говорили. And of the 200 people that participated, some of them were actors and comedians, but the large majority of them were just regular people who were interested in being a part of the project. Из тех 200, я извиняюсь, первый раз сказал неправильно цифру, из тех 200 людей, которые принимали участие, некоторые были актерами, но в большинстве своем были обычными людьми. So I put this video on YouTube in February of this past year, and it went on to get 13 million views. Я выложил это видео на YouTube в феврале, и вот с тех пор там уже было 13 миллионов посетителей. Which was crazy. And it spawned a number of imitation projects, and in over 50 countries around the world, people have gone out and frozen in place for 5 minutes. И, в общем, это было просто невероятно, но дало толчок другим людям повторить это же самое во многих других, в 50 других странах мира. Люди то же самое проделали, на 5 минут застывали в каком-то общественном месте. So I'm going to show you some of my other projects. Покажу вам еще несколько своих других проектов. Sometimes I do things that have large numbers of people. Sometimes I do things that are smaller in scale. Иногда я делаю проекты, которые вовлекают большое количество народу, а иногда поменьше. Most of what I do is unauthorized. I rarely ask for permission. Обычно то, что я делаю, я делаю без разрешения. Очень редко прошу разрешения. So I'm going to show you a video called "Look Up More." If you see up here in the corner, up here, that is a department store in Manhattan. Вот там наверху фотография, если вы посмотрите, это магазин на Манхэттене. And there are 70 windows in that building, in the 5-story building. Там 70 окон в этом 5-этажном здании. So I got 70 actors together. Я собрал 70 актеров. And put them, gave each one a window to stand in. И каждого из них поставил перед определенным окном. As you can see in this photo from the inside. Как вы видите вот на этой фотографии изнутри. I did not ask for permission from any of the 3 stores who were involved. Я не спрашивал разрешения владельцев 3 магазинов, где происходило действие. So for the people sitting in the park across from the store, all of a sudden, one by one, they started seeing these actors, or people, not all of them were actors. Люди, которые находились на улице, снаружи и смотрели на это здание, внезапно вдруг что-то стало происходить у них на глазах. Смотри вверх больше. Чаще. Okay, hello everybody. Thanks for coming to this event. We'll try not to draw too much attention to ourselves, but we obviously are. You have 2 things. You have the map, which shows you the whole grid. That shows you where your numbers. That's the 4th floor. There's 6 floors. Floor 6, 5, and 4 is the store called FB. Below that is the store called D. Below that is F21. I'm going to be standing at the very, very front of the car. There are 2 signals. Either my hands are not doing anything interesting, or my hand is out and it's touching the trash can. I'm going to go back and forth between those 2 signals, and that means go to the next thing. So that's fair to everybody. If any management gives you a hard time, just say, we're almost done. We're almost done. Just be honest. This is not going to last that long. If they ask you what it's for, just say you're doing it on your own and you don't know anybody else. That's what you say whenever you do one of those. This works in a natural way. Go in different directions. Some people go that way, some people go that way. And it'll
take a while. Not everybody's going to be there at the same time. It'll take a while before we fill out this entire group. When your brain is full, we're going to let it stay like that for a little while. You're just going to be standing. That's number one, just standing. Number two, I'm going to put my hand out, and that's when we're going to put the letters. The security guard right there, and I was like, oh, let's make him lie down. So perfect. So you just hold the stuff in your hand and then you lay down. Then you stand back up. And then I'm going to put my hand back up the trash can. That makes sense. Okay, so we're all dancing. My hand's out, we're all dancing. I take my hand away, and now it's time for number 51 to have a solo. There's our solos that are wonderful. My hands in my bag. It's time to go away. Just walk away, maybe shop for a little while. Maybe like immediately shop for an item that's right behind your window. And just walk away. We'll come back here when it's over. Thanks, that was great. You guys, those of you in the window, you'll notice that you got a really big ovation. Again, we did that without permission. One of the stores was a shoe store, and they kicked all of the participants out about halfway through. Вот еще один проект мы делали без разрешения, и где-то посредине действия всех участников проекта выгнали оттуда. В магазине обувном происходило. The other two stores did not respond at all, and I thought it was interesting that one store decided it was against the rules and the other two did not. Интересно, что два магазина решили, что пусть там происходит, что происходит, а в одном магазине решили, что этого нельзя ничего делать. I'm going to show another video now called Suicide Jumper. Еще одно видео вам покажу, которое называется «Прыгун самоубийца». This has a little bit of talking in it, so you might want to translate. Inside during the movie? Yeah. All right. Just, you know, every now and then. Я постараюсь там переводить то, что там будут говорить во время фильма. Говорят, не надо, не прыгай. Я тебя люблю, не прыгай. I screwed up the other day. I don't, yeah. I wrote some wrong numbers on your documents. So you don't try to be a hero, all right? No, I'm not you. You know what? You're not a
За неудачник ты не неудачник, не делай этого. Все люди за тебя переживают, так что давай спускайся. Скоро Рождество, парень. A lot of the projects that I do are site-specific, as a lot of the things Kendall showed you were as well. Многие проекты, которые я делаю, они привязаны к какому-то месту, как и те, которые показывал Кендал. And that's the way that I come up with a lot of my ideas, is by seeing something unusual in a public space and trying to figure out how I could bring comedy to it. То есть я как бы смотрел на какое-то общественное место и думал о том, как можно туда элементы комедии привнести. So that ledge, which is about 1 meter tall, is right around the corner from my apartment. One day I was eating lunch, I walked by it and decided that it needed to have a suicide jumper on it. И вот этот выступ на стене, это как раз видно из окон моей квартиры, и там всего лишь где-то метр высотой. И я в какой-то момент меня осенило, что можно вот использовать это как место для самоубийства. One of my more well-known things is the No Pants subway ride, which is an annual event in New York. Вот один из моих любимых проектов — это поездка на метро без штанов. Это каждый год происходит в Нью-Йорке. The way it works is a large group of people ride the New York City subway in the middle of winter, wearing their boxer shorts. В общем, посреди зимы в Нью-Йорке большая группа людей ездит в метро только в шортах. And I've done this every year, and it went horribly wrong in 2006. So I'm going to show you that here. И я каждый год устраивал вот такую вещь, но в 2006 году все получилось очень плохо. Я как раз вам вот это хочу показать.
Стали продавать штаны за $1. Тем, у кого не было. So a police officer happened to see us and stopped the train and made everyone get off. Полицейский нас увидел, остановил поезд, заставил всех. And he found 8 people who hadn't put their pants back on and put them in handcuffs. Он нашел 8, которые обратно штаны не одели и надел на них наручники. He's whistling the national anthem. Парень свистит американский гимн. So 8 people were taken in a police van down to jail. 8 в полицейской машине отвезли в тюрьму. And were issued a ticket for disorderly conduct. И их обвинили в недостойном поведении, нарушении общественного порядка. A month later, they had their date in court, and the judge dismissed the charges. Через месяц им пришлось явиться в суд, но судья снял все обвинения. Because it is not illegal to ride the subway in your underwear. Потому что это не противоречит никакому закону, если в метро ездит в нижнем белье. So this was in 2006 here when the police stopped us. We had 150 people participating. Когда полицейские нас остановили, 150 человек принимало участие в этом проекте. We did it again in 2007, and 300 people participated. В 2007 году в этом участвовало уже 300 человек. And then we did it again in 2008, and 900 people participated. В 2008 году уже 900 человек участвовало. And for the past 2 years, the police have showed up at our meeting point, not to arrest us, but to escort us. И последние 2 года полицейские приходили на место нашей встречи не для того, чтобы нас арестовать, но для того, чтобы нас охранять. I want to show you a couple of quick videos that I did outside of New York in a city called Aspen, Colorado. Еще хочу показать вам 2 небольших проекта, которые я сделал в городе Aspen, штат Колорадо. So this project was based around dirty snow, which I'm sure you can relate to. Вот этот проект был связан с грязным снегом, знакомая вам. Do you know the word snow cone? Snow cone, it's like Aspen? Yeah. Kind of, yeah. Made of ice. Тут как бы делается аналогия с мороженым в этих кулечках. It's chocolate, vanilla, and a swirl are the 3 flavors being offered. So I was in town for a festival and I saw this disgusting pile of dirty snow. Я приехал в город на фестиваль, увидел эту противную кучу грязного снега и решил вокруг нее потворить. You really ate it. I don't know why.
So this town of Aspen is very white. Almost all Caucasian people. White people. Здесь в основном белые люди. Which in America is unique. Это уникально довольно. And I had a friend who is African American who was at this comedy festival with me. Но у меня был один афроамериканец, друг, который приехал на этот фестиваль комедий со мной. So we put this project together. И мы вместе с ним вот этот проект осуществили. This is probably a project that would be appropriate for Petrozavodsk as well. Это, наверное, можно этот проект в Петрозаводске также осуществить. Познакомьтесь с черным человеком. This woman was Norwegian. Эта девушка, женщина из Норвегии. Черный парень здесь. I'll show maybe one more. Пожалуй, еще один. In America, we have a store called Best Buy, which is an electronics store. У нас в Америке есть сеть магазинов, называется Best Buy, где электронику продают. And at this store, as I'm sure is the case with lots of your large stores here, the employees are required to wear a uniform. И в таких магазинах, я уверен, что у вас здесь то же самое, продавцы одеты так, в униформу определенную. And the uniform of this store is a blue collared shirt and khaki pants. И вот в этих магазинах все работники ходят в голубых рубашках и штанах цвета хаки. So I decided to get together a group of about 100 people and have them all wear a blue polo shirt and khaki pants and go into the store. It was 80 people. И примерно я собрал около 80 человек, и всех их одел в голубые вот эти поло-рубашки и штаны цвета хаки. I told them not to work, but not to shop either, just to stand around. Я им сказал, что не надо там изображать, что вы там работаете, но и не надо ничего покупать, просто в стойке не будет. So they decided to call the police. В конце концов вызвали полицию. But not before lots of us helped customers. Но до этого мы уже успели помочь большому количеству посетителей. When the police arrived, there was nothing they could do because it's not illegal to wear a blue shirt. Но когда полиция приехала, они ничего не могли поделать, потому что одевать голубые рубашки не противоречит закону. So yeah, so the police arrived and there was nothing they could do. And a lot of these projects that I've done in stores like this, the lower level employees find it to be very funny, but the managers do not. В общем, обычно, как во многих магазинах, где я такие трюки проделываю, обычно люди, так сказать, работники низшего звена, и им все это нравится, они считают это смешным. Но менеджерам, конечно, это все очень не нравится. Just to kind of recap, like the larger mission
of what Improv Everywhere does. Ну и вот если немножко попытаться обобщить то, чем занимается вот наша Improv, эта компания. Our motto on our website is "We cause scenes." И наш лозунг, который мы используем на своей страничке в интернете, мы устраиваем сцены. That pun probably doesn't work in Russian. И да. It does. The idea is just to do something out of the ordinary that's hopefully funny, that's going to give people who encounter us a unique experience that you would otherwise not have. И идея, в общем, использовать то, что нас окружает, что-то обыденное, но создать там нечто, что было бы интересно людям. And that's all. Ken, do you think we should have questions or have discussion? Ну вот мы в принципе закончили. Если есть какие-то вопросы, мы попытаемся радостно на них ответить. Часто ли вас забирают в полицию? Или это происходит в последнее время? No, we've actually only had the police show up maybe 3 or 4 times out of the 75 things we've done. Нет, полиция появлялась, может, раза 3-4 из всех 75 раз, что мы вот делали такие проекты. We tend to break rules and break store policies, but not the law. Мы обычно нарушаем какие-то правила или политику какого-то магазина, но мы никогда не нарушаем закон. А вот каким образом удается собрать столько народу, то есть каким образом это все согласовывается? How do you manage to get so many people involved? How do you coordinate this whole thing? Well, I've been doing it for 7 years now, so the first couple of years it was just a few of my friends. Но этим я уже занимаюсь около 7 лет, и изначально там участвовало всего лишь несколько моих друзей. But we've become popular through the internet, and I've gotten a mailing list of people, and it's just the word has spread on the internet. Но благодаря интернету мы стали популярны, и у меня там есть флешмоба, да? список рассылки, и в общем теперь у нас больше участников. По типу флешмоба. It's like flash mob. Yeah, it's similar to flash mob. I actually started doing my website a couple of years before the term flash mob came around. Ну я вообще свою страничку открыл и начал вот через интернет этим заниматься примерно года за 2, чем появился термин flash mob. And some people say of what I do that it's flash mobs that have a point or flash mobs that are funny. И люди, которые знают о моих проектах, называют их это флешмоб, у которых есть смысл, или флешмоб, которые смешные. But I'll also do things sometimes that only have a small number of people, like the suicide jumper. Иногда я делаю такие проекты, в которых вовлечено небольшое количество людей, вот как, например, с этим самоубийцей, который хотел прыгнуть. Каким образом финансируется покупка 80 синих рубашек? Yeah, how did you finance purchasing 80 blue polo shirts? I actually had the participants bring their own shirts, so everybody was responsible for buying their own shirt. То есть участники сами должны были купить себе синюю такую рубашку. Any more questions so far? Есть ли еще вопросы? А как взаимоотношения с владельцами домов, вот эти все инсталляции там на стенах, как хозяева домов это было? I think that's a question to you. What about the owners of buildings where there was installation done and all these coloring and all this? What do the owners say? Some owners give permission, some don't, but generally most people actually like it, whether it's permission or not, because it brings focus to their building. Ну, иногда некоторые дают разрешение, некоторые не дают, но в большинстве случаев людям это нравится, потому что привлекает внимание к их зданию. Некоторые проекты явно дорогие, как они финансируют. But some projects are really, they look very expensive. How are they financed? Yeah, the expensive ones are actually financed by a program where the person who owns the building, puts a percentage of the money to actually making artwork. Ну, обычно, когда дорогие проекты, то владелец здания обычно вкладывает деньги вот именно в такой проект. Во всяком случае, какую-то часть.
So what we're going to do is we are here. The reason why we are here in Petrosavodsk is to do some kind of project. Ну, без решения вопросов скажу, что причина, по которой мы сюда приехали, мы хотим здесь, в Петрозаводске, осуществить проект. And in order to do that, we will need your help. Но чтобы его осуществить, нам нужна ваша помощь. We don't know what the project is yet. Мы еще не знаем, какой проект. But all these projects that you've seen is sort of developed with the people who actually live here and know here. Но все проекты, которые вы видели, обычно развивались и зарождались при участии людей, которые живут и существуют в той или иной местности. This process is done through you, so we're not doing anything that you're not cool with. Весь процесс будет делаться через вас. Мы не хотим ничего тут делать, что вам не нравится, и то, что вы считаете неуместно или вам не интересно. Скажите, пожалуйста, вы нам сейчас рассказывали о направлении Public Art и рассказали совершенно двух разных направлениях, скажем, о своем. Существует ли еще какие-нибудь? Question going back to your presentation that you told about public art and you talks about two different, directional spheres of it. Are there any other spheres of direction of it? Form? Well, the thing about public art is it's hard. Every time you give a definition or an example, there's another example of definition that throws that one out the window. It's ever changing and evolving, and it's sort of like an animal in itself. Каждый раз, когда вы даете какое-то определение, появляется какое-то другое определение, которое отменяет предыдущее определение. Поэтому очень тяжело вообще определять, потому что это все очень сужает рамки, и потом тяжело в этих рамках пытаться что-то делать. But the two types of examples that we showed today is sort of a good taking off point to introduce different kinds. Who knows, we may come up with a whole third kind. Но те, так сказать, две сферы, что мы сегодня показали, это просто как пример того, насколько это все может быть разнообразно, и может быть здесь родится что-то третье, что-то новое. And I also want to emphasize that we do what we do because we love it, it's fun, it's interesting, it's exciting, and we want to, have you feel that also. И мне хотелось бы сказать, что мы делаем то, что мы делаем, потому что нам интересно, нам весело, мы вот от этого получаем какой-то положительный заряд, и хотели бы, чтобы у вас было такое же ощущение. And that's what I want to get out, out there. So. И вот то, что, так сказать, нас сюда привело. Any questions again so far? Да, еще вопрос. То есть каждый из вас будет заниматься своим направлением. То есть... So is each of you going to lead your own? Нет. Они вместе будет один проект, они вместе будут руководить. Нет, а выбор будет зависеть от людей, которые. Выбор. Просто у нас. The choice is there. What they want to do. Yeah, but I'm hoping it's some sort of. I don't want to say performance bit, but to be something that we do versus something that we make. Но я надеюсь, что что-то такое, какой-то будет, так сказать, результат, какой-то продукт, который мы сотворим. Не хотелось называть его словом перформанс, но вот что-то должно произойти. Нет, момент в том, чтобы это не было что-то, что мы именно сделали руками, да, но чтобы мы сами что-то сделали как сами личности. Сами личности. Thank you very much. Мы записали? Электронная адреса. Адреса электронной почты. Никто не ходит. Кто в Германию посылает?